Счастье, счастье, счастье всем. Второе, 2022. Сколько собралось двоек в этой дате? И сейчас мы с вами еще раз, очередной раз вернемся к этой цифре, к двойке. Еще раз о ней поговорим и посмотрим, что нам говорит эта цифра. Именно 2 февраля 2022 года, на следующий день после новолуния, которое происходит в знаке зодиака Водолей. Мы немножко соберем эти все события и посмотрим, о чем будет говорить двойка на этот раз. А все о том же. Двойка – это эмоции. Двойка – это Луна. Женская энергия, мягкая энергия, энергия обо всем договориться, решить все вопросы, навстречу этим вопросам. Это очень большая и сильная интуиция. Это какие-то мистические представления. Ты как будто бы что-то наперед видишь, ты как будто что-то понимаешь. Дальше чуть-чуть. Это двойка, очень сильная интуиция. Почему еще и такая сильная интуиция именно 2 числа февраля 2022 года? Потому что после новолуния 1 числа Луна переходит в Рыбы. 2, 3, 4 число Луна находится в знаке зодиака Рыбы. А это самый интуитивный знак, самой сильной интуицией. Поэтому, конечно, само 2 число в этом году и в этом месяце говорит о том, что прислушайся к себе, прислушайся к своим, присмотрись, прислушайся к своим снам, к своим мыслям, к своему внутреннему состоянию, к своему внутреннему голосу. Диалог с самим собой сделай. От того, что тебе что-то не устраивает, от того, что тебе что-то решить нужно, ты найдешь это решение. Луна находится в Рыбках, и она там будет 3 дня, 2, 3 и 4 числа. И Луна здесь растущая. То есть вот твой не эмоциональный фон, а твоя интуиция, она просто глубже, сильнее, влиятельнее, и ты ее больше на себе ощущаешь. Двойка – это всегда диалог, это всегда примирение, это договориться. Мы можем обо всем договориться. Это время для того, чтобы решить проблему, уйти от нее, закрыть эту проблему, не усугубить над ней, не обострить эту проблему, а наоборот завершить, решить. И все об этом, эти все двойки об этом говорят. Всегда в двойке замешаны двое, партнеры. Это и в личных отношениях. Если что-то, какой-то завис вопрос, который никак не может решиться, вы можете расставить все точки. Вам придет решение. Причем, так как Луна будет 3 дня находиться в Рыбках, и это состояние, когда вот оно решается все. Вот как-то, если что-то настолько обострилось, а вот в Рыбках сейчас находится Юпитер, в Рыбках находится Нептун, то есть те, кто принадлежат, эти два знака, оба принадлежат, они управители Рыбки. И туда заходит Луна, будет находиться там 3 дня. Ну, абсолютно все вопросы решаются, даже как-то особо, и не надо прилагать никаких усилий. Только свое желание. Вот если у тебя действительно есть желание, чуть-чуть вперед сделай шаг, чуть-чуть сделай предложение. Только заговори о том, что тебе хочется. Даже если это диалог с самим собой. Вот самому себе скажи, как мне избавиться от лишнего веса, какую взять мне программу, как мне начать. И ты сам себе найдешь ответ. Как-то оно тебя раз и выведет.
Это вот такая вот сильнейшая интуиция, которая будет обозначать этой двойкой. Дальше что еще? Двойка – это эмоции, которые у тебя запечатлились очень давно, с твоего детства. И вот этот эмоциональный фон ты проживаешь и проносишь всю свою жизнь. И почему на сегодня у тебя вот такая реакция? Почему на сегодня у тебя вот такое вот? Ты реагируешь вот так. Кто-то агрессивней, кто-то сразу плакать хочется, кто-то страх возникает, кто-то больше в позитиве. Это вот эмоциональный фон, который тебе оттуда достался. Двойка – это эмоциональный фон твоего детства. Причем очень женская, мягкая энергия. Все, что связано было с мамой, с сестрой, с бабушкой, то есть женская энергия, с женщиной, которой ты именно в детстве, с которой ты соприкасался. И вот этот эмоциональный фон ты проживаешь и проносишь, за это отвечает двойка впоследствии всю свою жизнь. Очень в этот период доверяйте своим вибрациям. Все, что внутри происходит, это внутренние вам подсказки. Если что-то внутри чувствуете, вы задаете какой-то вопрос, и внутри зажалось, вы чувствуете, что вот неприятно внутри, это вот себя внутри нам эмоции всегда скажут, это наши подсказки, это наш инструмент, который нам о многом говорит, это твое внутреннее состояние. И вот эти вибрации, если чувствуешь, что тебе там что-то неприятное, и как-то закололо, как-то вот горячим что-то таким обожгло, значит, ты делаешь что-то не так, или ты нашел не то решение. Вот прислушайтесь к своему внутреннему состоянию. Оно очень будет оголенное. Это как инструмент, которым ты можешь решать и пользоваться. Это как твоя подсказка. То есть ты принимаешь решение, ты решаешь не через голову, а через свое душевное состояние. То, что является, ну так скажем, самым острым на протяжении всей. Вот двойка, Луна – это самое острое. Какое бы твое ни было положение, как бы ты себя не чувствовал в жизни, как бы у тебя ни шли хорошо дела, но если твое эмоциональное состояние ты не привел в порядок, тебя ничего не будет радовать. Поэтому вот да, двойка – это твоя внутренняя личная радость, счастье, удовольствие, если у тебя здесь порядок. Вот по такому стечению двоек 2 и 22 числа 2022 года эти двойки очень обострены, ты можешь с ними очень хорошо разобраться, их применить, их пустить в свою жизнь, к себе пустить, услышать себя, почувствовать себя. Двойка – это также финансы, это тоже отвечает за финансы. И такое скопление двоек, ну, конечно, это финансы. Кому-то идея хорошая придет, как свой бюджет поднять, кому-то придет очень хорошая сделка, которую вы сделаете, кому-то зарплату повысят. У кого-то найдется партнер, и вы две финансовые структуры сольетесь вместе. Это тоже повышенный уже бюджет будет, другой бюджет. Дальше двойка, конечно же, это пара, это партнерство, это примирение, это разобраться, мягкая энергия, найти решение. Очень многие пары, в которых возникает какое-то недопонимание, вы найдете solution, вы найдете приятное и нужное решение, к которому вы настолько вместе подойдете, вот как будто бы вроде ничего не делали, даже и особо не обговаривали, но каждый понял, что можно уступить, можно по-другому подойти к этому вопросу, можно принять какую-то ситуацию, не сопротивляться ей, не бороться с этой ситуацией. Потому что в рыбках это все очень плавно. Луна здесь, мало того, что самая интуитивная, она еще и очень опытная. Она прошла 12 знаков. Это самая опытная Луна. Она дает тебе очень много знаков. Вот эта двойка, она тебе даст очень много сигналов. Теперь Юпитер находится в рыбках. И Юпитер в этой двойке усиливается юпитерской мудростью.
Но мудрость именно жизненная. Вот не профессионально что-то ты вырабатываешь, или где-то ты в бизнесе какая-то тебе идея пришла. Нет, это мудрость, опыт получаешь, мудрость жизни получаешь вот по этой двойке. Оно очень усиливается, вот поддерживается Юпитером. Многие, еще раз говорю, откроются закрытые какие-то окна, врата, вот откроется и что-то на пути чего-то такого нового, где ты отпускает твою душу, тебе становится легче. Вот это, конечно, все очень сильный. Вот начало февраля очень сильное, так как 1 числа новолуние будет в Водолее, и оно плавно перейдет вот к этой двойке. Луна переходит в Рыбки, и сам февраль вот начинается с того, что новая страница открывается. Новая, и мы с вами за этим будем, конечно же, наблюдать. Что еще? Сама по себе Луна растущая говорит о том, что все решится. Абсолютно все решится. Луна набирает силу, набирает оборот, мягкую силу. Мудрость там находится. Юпитер даст мудрости. Ну, просмотрите, проследите, прочувствуйте свои сны. Статья какая-то попалась, что-то там будет, какой-то ответ. Немножко вот эту двойку, эту сильную такую двойку, вот немножко ей дайте мистики. В статье раз какое-то слово уловили, вы можете прорицательнее быть, услышать что-то, узнать что-то. Вы можете заглянуть в какие-то свои бумаги, достать документ, который на что-то вас наведет, даст ответ на что-то. Бумага, может человек появиться в вашей жизни. При таких сильных двойках это союз, это два человека, которые встречаются. Встреча может быть такая очень даже мистического характера, очень в неожиданном месте, там, где ты, возможно, очищение происходит твоей души. Это могут быть очень закрытое какое-то пространство, где ты можешь встретить вот такую же двойку, то есть очень чувствительную душу, которая тоже проходит свои какие-то учения мудрости по Юпитеру. Что еще? Новые вот приятные знакомства. В основном двойки очень сильно влияет на людей после 35 лет. Вот оно как будто раз, и ты встал другим, взрослым. Вот чуть-чуть как будто что-то происходит в твоем понимании, особенно в твоем эмоциональном фоне. Ты стал раз, и ты стал взрослым. Что-то тебя отпустило. Ты понял, что ты совсем абсолютно можешь справиться. Обычно такие сильные двойки влияют на людей, сильно влияют на людей после 35 лет. Ну что, энергия мягкая, но ты сам по себе сильный, потому что тебе очень много ответов, очень много тебе вариантов решений. Вот в этом сила. Но сама по себе энергия очень мягкая. Уходит страх. Как будто ты понимаешь, что что-то такое произойдет само собой. Вот ты как-то на пониженные вибрации. Тебе тут не нужна активность, тебе тут не нужно защищать себя, где-то спорить, где-то пускать. Нет, опусти эти энергии, и оно настолько тебя само по себе выводит, обойдя какие-то углы. И вот в этой пониженной такой вибрации тебе очень комфортно, тебе тепло. Всегда, когда пониженная вибрация, если Луна находится, тем более в Рыбках, это что-то там внизу, что-то очень теплое. Ну, вот такая вот мистическое совпадение всех этих двоек. И оно еще будет в этом году. Еще такая дата будет сильная в этом году, где соберутся тоже много двоек. Но двойка – это открываются окна, открываются врата, открывается какая-то новая страница, где ты в покое, где ты мистическим образом можешь оказаться, и твое душевное, и твое эмоциональное состояние
тебя само сюда привело. Очень прислушивайтесь к своим вибрациям. Человек чувствителен. Загадывайте желания. Загадывайте желания, и эти желания будут вам внутри импульс давать. Вот сейчас оно исполнится. Это такой разворот к самому себе, это такое познание себе, потому что мы начинаемся с души и проживаем по душе. Еще раз и еще раз говорю всегда, когда в твоей душе, что бы и как бы ни складывалось, но если в твоей душе хорошо, тебе хорошо везде, и в шалаше хорошо, и в стране в какой-то хорошо, и в семье хорошо. Да, ты решаешь все дела, да, возникают проблемы, но когда твоей душе хорошо, душа это позитив. Вот отсюда. Это позитив не отсюда, это здесь должно быть позитив. Здесь мы всегда продумываем. Это абсолютно нормально. Но проживаем мы все равно душой, то есть луной, то есть двойкой. Вот такая вот сильная двойка 2 февраля 2022 года. Много пар создастся. Много пар создастся. Женщина, которая давно хочет, мечтает стать мамой, тоже эта двойка очень сильная. Тебе интуитивно говорит, что ты готов, твой организм. Душа готова прийти к тебе. Новая душа, маленькая душа, молодая душа хочет, чтобы вы стали родителями, хочет, чтобы ты стал мамой или папой. Вы эти вибрации можете очень хорошо прочувствовать именно вот 2.02.2022. Ну что, мои хорошие, кому поставим большой жирный лайк? Конечно, двойки. Вот этой сильной эмоциональной энергии, которая всегда, всю жизнь, эта энергия присутствует в нас. И все наши реакции по жизни, это вот эта двойка нам дает. Откуда-то из детства. До 5 лет двойка это активно включена, двойка работает. Потом ты производишь то, что у тебя запечатлилось по этой двойке. Ну, бесконечно вас уважаю. Счастья всем. Огромное всем спасибо за поддержку, за развитие, на развитие канала. Обнимаю вас. Счастья!